Доброе утро, дорогие друзья! Добрый день, добрый вечер, наши любимые телезрители. Удалось нам уговорить Ирину Белоусову. Она попала к себе в студию. Она в Москве, я здесь, в Италии. И разговаривать мы сегодня будем на очень обширную тему, как правильно заметила Ирина. Хочу напомнить, она дипломированный специалист во многих областях, вообще-то психиатр, психоаналитик и преподаватель в своем же собственном учебном заведении, который выпускает крутых психологов. Говорить мы будем сегодня про так называемый эдипальный, скажем так, комплекс. Это то, о чем мы вообще эдипальный период, качество его прохождения или непрохождения, то, как оно влияет на нашу жизнь. Ирина, с чего мы начнем? С какой-нибудь, может быть, истории твоих клиентов, знакомых, которые этот период не прошли? Потому что у меня есть одна история, я привезла ее из Америки с собой. Доброе утро. Доброе утро. Но это надо всю практику DIP перечислять, чтобы рассказать о клиентах, которые, не прошли или не допрошли DIP. Давай начнем с верификации DIP, потому что, ну, я прекрасно понимаю, что, для большинства наших слушателей, зрителей, DIP — это, ну, что-то грек какой-то. На Такой самом Эдип, Ирина. Эдип — это действительно греческий царь. Это история, это миф про Эдипа. Он очень драматический, трагический. Я рекомендую всем его прочитать на ночь глядя. Прекрасная сказка. Если будут сниться потом такие не самые приятные сны, я не виновата, ребята. Это история, можно сказать. Это то, на чем зиждется наша жизнь, потому что психика живет мифами. Внутри психики сложены мифы, и вот эти сюжеты мифологические психика встраивает в разные в проживание разных событий жизненных, уже вполне плотных, которые мы живем каждый день. Каждый из нас живет каждый день. Так вот, что такое Эдип? Что такое Эдипов период? Эдипов период — это период в развитии, примерно сейчас он такой размытый, с 1,5 лет, около того, до плюс-минус 6-7 лет. Что происходит с ребенком в этом периоде? Вот до 1,5 лет весь мир для ребенка — это его мама. А после 1,5 лет на авансцену выходит еще и отец. И ребенок сталкивается с вопросом: "Зачем мне папа, если у меня есть мама?" И ему приходится разместить папу в своем мире, найти ему место, найти ему роль, как-то с ним начать взаимодействовать. Вот. И Эдипов период отражает то, как каждый из детей справился с этой историей. Собственно, потом мы так и живем нашу жизнь. В результате хорошо пройденный Эдип, достаточно хорошо пройденный Эдип, это когда ребенок принял, что есть папа, есть мама, они любят друг друга, но любят еще и меня. Они взрослые, а у меня есть свое детское место. Эдип — это не какая-то такая штучка, которая вот как стакан поставил на стол, и он стоит, да, не что-то такое неизменное. Эдип — это некий лонгитюд, в котором есть, во-первых, множество сюжетных линий, то есть по-разному можно пройти Эдип, а во-вторых, есть некоторая такая размерность. Можно условно на сантиметр пройти Эдип, а можно на 2 километра пройти Эдип. Вот. Это я говорю очень условно, чтобы было понятно, да, то есть вот так пройденный дип или вот так пройденный дип. По-разному бывает. Вот. И в результате человек получает судьбу, в которой каким-то образом отражается вот этот самый миф про Эдипа.
А миф про Эдипа заключается в том, что, если вы помните, Эдип был таким достаточно нарциссичным юношей. Вот, у него в жизни случилось множество приключений, и в итоге он, скажем так, казнил своего отца и начал жить со своей матерью. Вот такая вот коллизия и есть суть Эдипа. То есть, да. Восхитительно, восхитительно. Давай теперь, развернем вот эту, связку смысловую, образ отца и то, что Жак Лакан, мой любимый француз, называет name of the father в своих трудах, да, имя отца. Давай, ну, как бы совместим, вот это имя отца с достижениями в жизни человека. Насколько достижения или отсутствие оных, насколько так называемый belonging, чувство принадлежности или отсутствие оного связано с периодом, вот этим эдипальным. Ну да, и первая мысль моя, что из французов, наверное, только Жак Лакан и остался любимым. Простите меня, пожалуйста, не удержалась. Вот, но, отец — это закон. Закон, порядок, дисциплина, ответственность. Все совокупность тех качеств, которые гендерно принято относить к мужским качествам, да, то есть те качества, которые нужны для того, чтобы определить периметр семьи, и начать приносить ресурсы, принимать решения за группу и так далее. Вот, ну и, собственно, вот как у человека с отцом, так он и распоряжается этими качествами. Как Умеет он красиво ими принимать, сказано, май гад. Извини, умеет продолжай. он применять их в жизни или не умеет. Если, имя отца сбита отцовская фигура, то человек фактически с ненастроенной ценностной системой, психика его крайне не структурирована. Там, знаешь, такой идет либо хронический кризис идентичности, что соответствует пограничной личности, такой глубоко пограничной личности, либо идет психотический развал, то есть так называемая диффузная идентичность, когда ответ на вопрос «кто я?», он как будто бы даже и не мерцает в пустоте, он абсолютно выключен, и человек не может внутри себя нащупать и, каким-то образом применить себя к жизни, да. То есть он не может, распоряжаться своими задатками, своими талантами, не может структурировать время, расставить приоритеты, практически абсолютно не может, нести ответственности, и более того, у него даже в речи нарушена логика. То есть он состыкует совершенно не связанные события и, выстраивает свое мышление, подбирая смысловые группировки по краевым признакам. Но это признак, бредообразования, в свою очередь. Вот, то есть, фактически жизнь похожа на какой-то бред. Вот, М. держит человека в жизни только тело и только то, что определено другими людьми из, заботы о нем, системами, государством и так далее. А внутри, вот там, где он, мог бы проявить самостоятельность, там, какой-то развал. Да, очень многие приписывают, если мы сейчас коснемся астрологии, очень много, там поп-астрологов, приписывает, свершение в этом мире, да, там любовь, деньги, почему-то планете Венера. Вот Венера, мол, планета любви. Но если бы они потрудились и посмотрели, там тысячи карт натальных, да, и послушали истории людей, то они бы услышали, именно те истории, где люди талантливые, куда-то их носят все время, как, листочек носит ветер. И ничего они не могут добиться и ни за что не могут удержаться. Когда их спрашиваешь: "Расскажите мне про вашего папу, я вижу здесь Солнце не аспектированное, или оно в шахте, или оно под ударом такой странной коллективной планеты, как Нептун".
Расскажите мне про вашего папу. И они рассказывают, что своего папу я помню, когда он валялся пьяным на диване. И это единственное воспоминание моего отца. Или, например, у меня папы не было, его убили. Ну, в 90-е годы очень много, вот у меня есть ряд кейсов, где где у людей в карте Солнце в соединении с планетой Нептун. И именно они рассказывали истории о том, что их отцы занимались политикой или чем-то занимались, и их просто убили. То есть уже начиная с 3-5 лет у этих детей не было отцов. И когда мы прослеживаем, историю развития или историю успеха, да, вот таких людей, которые постоянно ищут вот это name of the father, постоянно, она достаточно плачевна. Это история, то, о чем ты сказала перед эфиром, какой-то ненужности. Ведь м, Солнце в астрологии, это сейчас очень важно услышать, для тех, может быть, кто хочет изучать астрологию. Солнце– это наше творчество. И аспекты, идущие от Солнца к другим планетам, это то, как мы проявляем свое творчество, заземляем его на этой планете Земля, какой мы оставим legacy после того, как мы уйдем, и то, как воспринимает нас окружающий мир. Помогает ли он нам заниматься этим творчеством и проявлять себя, или наоборот ставит палки в колеса. И это удивительным образом сейчас сопрягается с тем, что ты рассказываешь. Мне очень нравится твоя профессия, потому что она наполнена смыслами, сюжетами, вот, и все это символизировано. Ну, для меня это символизм. Я потому что не знаю астрологию, но я слушаю тебя, и я слушаю своим психоаналитическим ухом тебя, не ухом астрологическим и уже немножко не ухом, простого пользователя, который чужд психоанализу. Вот, то, о чем ты сейчас говорила, смотри, я не знаю, я, может быть, не права, да, для меня, Нептун, по твоим рассказам, по твоим историям, примерам, это, некая такая муть, каких-то размытых смыслов. Понимаешь? И вот ты говоришь, Солнце там аспектировано, я могу ошибаться в формулировках, да, Нептуном. То есть творчество аспектировано размытыми смыслами. Творчество не структурировано. Любовь к жизни не структурирована. Что такое творчество? Это любовь к жизни. Это когда я свободно соединяюсь всеми своими внутренними содержаниями с этим миром. И говорю этому миру: "Вот он я, вот у меня такие идеи, вот у меня такие замыслы. А давайте сделаем что-то такое". Предоставить миру свой творческий продукт, куда-то не в стол там написать, роман, эпопею, а предоставить миру, издать книгу, написать картину, там, да, что-то такое сделать, создать проект, создать бизнес. Это же нужен такой большой заряд жизненной силы, искра любви к жизни. Ты представляешь, как людям сложно, если у них там вот эта вот нептунианская муть. Ты правильно абсолютно уловила тему нептунианской мути. Вообще, вот есть якобы планеты-малефики, да, это у нас Марс, Плутон, Сатурн, такие грозные. А я думаю, что иногда Нептун пострашнее будет, потому что там нет структуры и там нет ясности. И этим Нептуном может так нахлобучить, что из этого месива и не выберешься. Вообще, твои клиенты и мои клиенты, и твои пациенты, это же ребята с Нептуном в Козероге. Это целое поколение. Это поколение, которое мы называем миллениалы. Нептун размывает и сносит структуры, а Козерог– это все про структуры. То есть это априори нонсенс. Туда, в Козерог, структурный, заходит какая-то энергия, которая все разрушает. Горящий Белый дом, перестройка,
Ельцин, чеченцы, значит, там налеты, набеги. Это все вот Нептун в Козероге. Постоянное шатание родителей наших клиентов, дает то, что я вижу в картах, дает, с одной стороны, дикое желание этой структуры, дикое желание какой-то стабильности. И поэтому очень многие обманывают себя и идут, и сидят в этом офисе по 10 часов. Им якобы нужна эта структура. И второй момент — это дает совершенное расшатывание той же самой структуры. В конечном итоге они бегут на Бали, и там пьют кокосовую воду и дышат маткой. То есть это дает вот это вот такое вот шатание, По-моему, там дышит не маткой, а какими-то веществами. да, и нептунианскими веществами. Вот. То есть это сильная сила, этот Нептун, как ты говоришь, да. Вот как ты сказала, мутное месиво? Да, Мутная муть. мутная муть. Да, смысловая мутность какая-то вот такая, размытость, мерцание. Вроде бы что-то и есть, но оно настолько обманчивое, и оно, исчезает тут же. Ты собрался сделать шаг, занес ногу, а все, земля под ногами исчезла. Вот это для меня Нептун. Знаешь, такая какая-то, рыбья нарциссическая история. А, Сверкнуть чешуей, уйти в ил, исчезнуть, а потом хоп, и перед тобой другая совершенно реальность, совсем не то, что ты думал, опоры, ну, нет никакой. И жизнь меняется, и ты пытаешься подстроиться под эту жизнь, но, а, вот эта вот постоянная смена картинок, постоянная смена конфигураций, психика ее просто не вывозит, она перенапрягается, и, люди живут в постоянном стрессе. Я не знаю, что там сейчас на небе происходит, но я замечаю в последнее время, что люди супер застрессованы. И такое ощущение, что из-за смены событий, из-за смены картинок, из-за постоянного вот этого внешнего напряжения и давления, они уже просто уходят в ракушки и говорят: "Нет, нам ничего не интересно, мы ничего не будем смотреть, мы будем слушать сказки на ночь". Ну вот, и, наверное, лучший бизнес-проект — это читать, сказки на ночь, желательно для взрослых в настоящее время. Так, ну что происходит на небе? Может быть, я могу показать здесь. Вот мы видим большую красную линию. Это Плутон, а это Марс. То есть у нас 2 планеты, малефик, создают сильнейшее напряжение. Напряжение как на политической арене, так и в психике некоторых людей. Туда еще сейчас, добежала Венера, которая, поднимает вот это все нутро, нейтронное нутро, которое у кого-то выглядит как, фиксация на, фаллических символах в виде ракет, а у кого-то это выглядит, как, ну, скажем так, бурная сексуальная энергия или подавляемая, или проявляемое, но, скорее всего, через какое-то напряжение. Потому что оппозиция — это всегда кульминация какого-то напряжения, которое бурлило там в бессознательном и собиралось, и варилось это месиво долгое время. Ты хочешь прокомментировать? Ты так смотришь. Нет, я пытаюсь подобрать какие-то примеры. Вот ты говоришь, да, я тут мысленно подбираю примеры. Да, я, кстати, заметила, что очень высокоамплитудные поступки, знаешь, там фатальные поступки, я бы сказала, фатальные события с людьми происходят. Кто-то там перепутал диагноз, кто-то там еще что-то, М. какие-то ошибки медицинские делаются, там у кого-то проблемы с властями, у кого-то там, проблемы с законом. Ну, тяжело на самом деле. Это, как будто бы это неуправляемые события. Вот, и есть впечатление такое, что, идет какая-то, знаешь, какой-то дрейф агрессии от одного к другому. Вот один запустит агрессию, в собеседника,
А тот постоял с ней, подумал, говорит, нет, я это не сконтейнирую, и идет, несет к другому. И как будто бы в контактах нет никакого конструктива. Ты просто описала сейчас оппозицию 180 градусов в астрологии двух планет малефиков. Ну вот прям тютелька в тютельку. Ведь что такое оппозиция? Там же нет выхода на какую-то третью среднюю точку. Вот, там все звенит от напряжения. И на таких именно аспектах, ну, я не буду называть имен, но расскажу историю своей знакомой, у которой ее же муж в порыве, в пьяном порыве нептунианском, зарезал любовника, своей матери. Попал в тюрьму, а, отсидел, пошел на войну, вернулся, опять кого-то зарезал. Там тоже что-то связано с матерью. Мать до сих пор присутствует в его жизни. С женой это он уже развелся и оставил двух детей, значит, без приданого. И так вот он ходит с этим аффектом, в достаточно опасном состоянии. Вообще, что заставляет, ну, если мы говорим про мужчин, настолько сильно привязываться к своим матерям, что вот им уже и 50, и 60, и 70 лет, и они все время вспоминают свою маму, мама, 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 и не могут терпеть, например, ну, каких-то новых мужчин своей матери. Или, ну, вот даже доходит, это пример не единичный, но в моей практике это единичный пример, где я посмотрела его карту и увидела, что там вот эта нептунианская размытость отца и м, достаточно агрессивная и яркая такая, можем даже сказать, фаллическая такая мать. Что это за сила такая неведомая, которая заставляет человека убить потенциального любовника своей матери? Секс, Мгм. секс. Мама была Мгм. слишком красивая, сексуальная, и, скорее всего, семья была с нарушенными границами, застрессованная семья. Вот. Когда я говорю такие вещи, я неизменно сталкиваюсь с реальностью, в которой сознательно никто не хочет своим детям такую судьбу, но оно так получается просто потому, что мы не вывозим эту жизнь. Темп слишком бешеный. Женщины хотят быть красивыми, женщины хотят выглядеть сексуально. В этой истории размыта подлинная материнская картинка. То есть женщина перед ребенком предстает в большей степени как некий такой мерцающий сексуальный объект, который в нашем нарциссическом мире похвалит, если ты принес хорошую оценку, если ты был хорошим мальчиком. Вот, и при этом фаллические женщины, они же еще грузят правилами. Вот, огромное количество женщин растят детей без отца, то есть без мужа. Вот, и они обязаны быть за маму и за папу. И ты представляешь, вот то, что в здоровой, полной семье распределяется по двум фигурам, все это сконцентрировано на этой бедной женщине. И она все это как-то вывозит. Не все они неодупляющие реальность истерички в пограничном варианте. Вот не все, которые, до которых вот даже, знаешь, так не доходят очевидные вещи, и которые не умеют любить совершенно. Не все, но огромное количество таких женщин живут в стрессе и пытаются вывести сразу все, и женщиной быть, как это русская поговорка, да, у нас же еще культурный стереотип, что русская женщина должна соответствовать бигендерному признаку, быть и бабой, и мужиком. И еще быть в некоторой степени животным, то есть лошадью и быком, и тоже Мгм. расщепленным животным. Магическое тотемное животное, русская баба. Да, вот быть лошадью и быком можно только если ты являешься змеей, понимаешь?
Никак как бы по-другому эту реальность не вывесишь. И вот эти вот социальные предпосылки, то, что современность делает, с нами, со всеми практически. Такое бывает и в полных семьях тоже. То есть, муж — это не всегда спасение. Некоторые семьи полны только формально, потому что папа там куда-нибудь отключенный в нептунианские там игры там или еще что-то. Насколько ты сейчас подвела, меня к следующей истории, которую я хотела, рассказать, которая именно принадлежит как, еще один пазл, в наш разговор, заходит очень хорошо. Наличие мужа официального не освобождает, как говорится, от ответственности. Эм, на эту мысль, меня направила несколько историй людей, которых я сейчас видела в своей американской поездке, где я провела ряд встреч. Baby boomers, поколение бэйби-бумеров, люди, рожденные в 50-е годы. Ведь у них на счету не 2 брака, не 3, а 4 и 5. И вот в возрасте 70 там лет, они до сих пор говорят про свою мать с придыханием, а про своих отцов рассказывают, что они были. Что там произошло? Это то именно поколение, там узкий такой был гэп с 50 по 56, когда американские военные, участвующие во Второй мировой войне, как мы знаем, они под самый конец, можно сказать, уже войны стали участвовать там. Люди, которые участвовали во Второй мировой войне и стали приезжать домой. И что-то там с ними случилось. Может быть, они на этих немцев насмотрелись и на то, что немцы понаделали, а может быть, еще что-то. Но что-то у них переключилось, и они стали очень молчаливыми и замкнутыми. Да ПТСР с ними случился. М. И вот когда я разговаривала с американцами, уже сыновьями, дочерьми вот таких вот, военных, я поняла, что, это поломанная судьба не только у этих военных, которые не смогли ассимилироваться и как-то, прибиться к берегу реальности, но и у детей. А детей было много. Детей было по 5, по 6 штук в этих семьях послевоенных. И там постоянно присутствует мать. Мать такая, мать сякая, в хорошем смысле этого слова. Спасла нас там во время Великой депрессии, да, там от голода, холода. Не нас, а вообще там выжила. И вот она нас возила в разбитой машине, было холодно. И она говорила: детки, представьте себе, что мы едем в санках. Ну и что холодно? Представьте, что мы просто едем в санках. То есть она как-то вот так вот играла с детьми и, ну, видимо, чтобы они не заходили в депрессивное состояние, пыталась их, сказочно развлекать. В общем, много-много Я не разных. могу тебя слушать спокойно, потому Да. что это, ну, настолько тяжелая на самом деле история. Да, и, в итоге, чтобы завершить эту историю, расскажу, что, ну, вот один конкретный случай, вот этот вот, мужчина, с отцом которого не было и который был только тогда, когда он снимал ремень, чтобы приструнить детей. Этот мужчина, а, не прошел эдипальную стадию. Я это увидела. И я увидела, как это сложно жить с непройденным каким-то этапом в жизни, в котором ты застрял на десятилетия. С каждым ударом ремня крушится судьба ребенка. Просто это надо запомнить, вот сколько ударов было, вот ровно настолько и исказится, и разрушится то, что могло бы быть, но он это не проживет.
Потому что с каждым ударом ремня кружится структура. Ну, для того, чтобы чуть-чуть вытащить это в какой-то позитив и нейтральность, скажу только, что у этого мужчины Солнце в знаке Козерога в 12 доме. Вообще для мужских карт Солнце в 12 доме — это очень-очень сложно. Они могут быть суперталантливыми, но не проявленными. Они могут, быть очень умными, но добиться какой-то толики, только толики от того, чего они могли добиться в жизни. Потому что 12 дом является эквивалентом вот этой жижи, да, нептунианской, вот этой рыбьей какой-то чешуи, которая мерцает в тумане. И Солнце очень часто показывает в наших картах нашего отца и его образ. Получается так, что когда мы рождаемся, вот он уже, вот этот импринт того, какой у нас отец, какая у нас мать, хотя бы на период нашего взросления до 7 лет. Все это уже отражено в звездах. И вопрос заключается в том, насколько чутко и правильно мы это сможем интерпретировать так, чтобы принести материал на психоаналитические сессии впоследствии. Да, Как-то эту а ситуацию выровнять. он ходит, в психоанализ? Так как это 12 дом, он не ходит в психоанализ, но его окружают двенадцатидомники, то есть люди с психическими заболеваниями. Его дочь ходит, к психоаналитику, и люди, с которыми он общается, у них диагностированы серьезные состояния, например, биполярное расстройство. То есть, 12 дом — это что-то сродни включенным знакам. Кто знает, тот знает. Профессиональные астрологи знают. То есть мы сами не занимаемся этой темой до того, как наступает момент, когда мы настолько конфронтированы, ну, в данном случае окружены людьми с психическими расстройствами, что нам надо заняться этой темой, что нам надо идти и изучать, и смотреть, что же там происходит, и начинать работу самим. Вот такая участь 12 домников. Они становятся объектом воздействия. Они не субъект, который действует, а объект воздействия. Объект, с которым жизнь происходит. Ну, это же потому, что структуры маловато. Что такое структура? Структура — это как психический скелет. Знаешь, а тут, если ты больше похож, ну, я прошу прощения за такую метафору, но она очень красноречивая. Если ты похож на пустой мешок из-под картошки и психического скелета у тебя практически нет, так, конечно, жизнь будет происходить с тобой. Ты не будешь автором своей жизни, потому что для того, чтобы реализовать авторство, нужно иметь волю сделать высказывание в этот мир. Причем конкретное высказывание, да, высказывание о своем желании. А ты постоянно крутишься вокруг желаний других, потому что а, тебе необходим вот этот экзоскелет из присутствия окружающих людей. И ты М. постоянно пытаешься обслуживать их желания и а, автоматически как бы смиряешься с тем, что происходит с тобой. Ирина, а как стать автором своей жизни? Что ты делаешь со своими пациентами, клиентами, когда они к тебе приходят, и их единственное воспоминание — это отец, рыгающий на диване? Какой первый степ? Какой первый шаг? Верифицировать запрос. Вот ты М, понимаешь, ты просто предъявляешь такую проблематику, для которой а, нет ни одного рецепта, который помог бы забыть свою биографию, да, или не чувствовать то, что ты чувствуешь, там, превратиться во что-то неживое и как-то вот функционировать работоподобно в этой реальности, да, как будто бы ты — это не ты,
а кто-то другой там с другой начинкой. Для того, чтобы такую биографию исправить, нужно несколько лет психоаналитической работы, и именно психоаналитической, никакой другой. Потому что в психоаналитическом методе, в самой его конфигурации заложено следствие наращивания ассоциативных связей. То есть психоанализ — это такой метод, который истинно развивает и мышление, и возможность чувствовать, и, в принципе, открывает чувственную сферу, а с открытием чувственной сферы у мира появляется объем. Понимаешь? Вот. И этим нужно заниматься долго-долго. Первый степ — это подняться и набрать номер специалиста, который занимается психоанализом. И желательно занимается им профессионально, то есть он с хорошим дипломом, он в хорошей среде, там хорошие отзывы. Вот найти такого специалиста и пойти, и просто начать ходить. 1, а лучше 2, а лучше 3 раза в неделю. И просто начать связывать свою психику, наращивать эмоциональные и ассоциативные связи, развивать логику. И потихонечку ты приземлишься к реальности. То есть психоанализ — это не про бесконечную истерику по поводу того, что тебя недолюбили, недовоспитали и так далее. Вот поверьте мне, родители — это такие люди, которые дали все, что смогли дать. Вот какими бы они ни были, даже если они только родили тебя, да, и потом оставили на лавке, именно это они и могли дать. Больше ничего не спросишь, потому что такова твоя биография. Изменить прошлое невозможно, стрелки часов назад не крутятся. Но нам уже всем не по 7 лет, нам по 18+, 36, 40, кому-то 50, кому-то вон 70, да? И большой вопрос, кто должен нести ответственность за наше психическое содержание и за нашу психическую конструкцию. Глупо же взваливать эту ответственность там на тех, кто ее не вывезет, они уже ее не вывезли. Все, давай, люби себя сам, восстанавливай свою самооценку, открывай любовь к жизни. Первый шаг — оплати себе психоанализ, оплати себе психолога. Это в действительности про любовь к себе, не про что-то другое, а именно про любовь к себе. Скажи, пожалуйста, насколько сексуальное желание, ну, или назовем вот это энергией либидо, направленное на отцовскую фигуру и неудовлетворенное, куда оно может завести девушек? Просто я видела недавно такое количество примеров, такое напряжение, которое можно было просто резать ножом, как говорят в Америке. То есть такое напряжение, которое можно было просто потрогать. Мы сейчас говорим про женщин, которые не прошли, ну, термин, введенный Карлом Юнгом, да, вот этот период электры, не прошли. Куда это может завести? Это истерия. Это истерия, это истерический акцент, истерическая адаптация личности, гистрионное расстройство. То есть терминов много в Мгм. психоаналитической диагностике. Это рассматривается как, ну, вот просто тип личности, истерический тип личности. Такой тип личности, для которого характерен определенный комплекс психических защит и определенный способ воспринимать этот мир и оперировать разными аспектами реальности в нем. Вот именно истерический. То есть это демонстративность, это лживость, это злость, это такое расщепление специфическое на фоне сексуальности и некоторого эксгибиционизма. Это нелогичное мышление. Я бы сказала, мышление со стертой логикой, да, когда 1 плюс 1 не равняется 2, 1 плюс 1 может равняться -2, -8 и иногда даже 5. Вот, то есть, не складывается у человека в голове то, что складывается у других в голове. Это различные формы тревоги, начиная от простеньких каких-нибудь фобий,
Мгм. заканчивая развернутым генерализованным тревожным расстройством, паническими атаками, также биполярное расстройство, это тоже там же, это склонность к созависимым отношениям, к отношениям с нарциссами. Это же вот этого я его очень любила. Вот каждый нарцисс — это такой недостижимый, но Мгм. очень любимый, мужчина. Вот. И, в общем-то, там все спецэффекты, от этого. Когда человек попадает в зависимые отношения, у него практически полностью, летит дофаминовая система. И у него, биохимический кризис в голове возникает. Вот, он подсаживается на эти созависимые отношения, как, ну, подобно наркоману на самом деле. Вот, и оттуда очень тяжело выйти, и это прямая дорога к развитию самых разных зависимостей, Мгм. начиная от актуализации расстройств пищевого поведения, булимии, анорексии и так далее, заканчивая в прямом смысле наркотиками. Мгм. Вот это постоянное блуждание в фантазиях, это, истории про, принятие решений только и только с помощью не с помощью учета реальных факторов и учета реальности, а с помощью, там, я не знаю, каких-нибудь, бабушек-гадалок. Вот, ну, Мгм. например, да. То есть, это люди, которые, ну, прям реально полностью оторваны от реальности бывают. Мгм. Зачастую такое ощущение, что они живут психоз, и, этот психоз, он как будто бы не выключаем, потому что им постоянно вот надо туда лезть. Как приятно тебя слушать. Это вот, такая школа, психоанализа, что, видишь, ты выдала просто целый список. Я думаю, что наши телезрители будут просто пересматривать это видео и записывать, Да, что ты уважаемые сказала. телезрители, Да. А, хочу сказать, да, что истерическая, акцентуация — это еще и крайне злобные люди, которые очень эгоцентричны и винят во всем других, кого угодно, но только не себя. Поэтому психоанализ должен быть длительным. Неизменно вы пройдете через большое-большое сопротивление, захочется тысячу раз уйти из психотерапии. Но поверьте мне, лучшее, что вы можете для себя сделать — это остаться в психотерапии. Остаться в психотерапии и обозначить себя реальной и опереться на реальность, а, в этом мире. Это прям вот лучшее, the best. Скажи, пожалуйста, Ирина, ты упомянула, что дофаминовые рецепторы, летят, куда им надо и не надо. А почему? Что за механизм, стоит за этим? Как это происходит? Ну, дело в том, что там, идет влияние на гиппокамп и отключается, префронтальная кора. Ну, вот это если говорить медицинскими терминами. Если говорить, более просто, то нарушается логика, нарушается состыковка, и, люди становятся необучаемыми, да. То есть, ну, наверное, я предполагаю, что никому не интересно, что именно там летит. Дофамин и дофамин. Интересные эффекты. Из-за чего это происходит? Вот, поверьте мне на слово, это идет нарушение на физиологическом и биохимическом уровне. То есть страдает связь между полушариями и отключается та зона нашего, мозга, которая отвечает за планирование, принятие решений, за стратегию и тактику, за абстрактное мышление, нормальное, внятное, такую длинную, мощную мысль, которая может пробить там сквозь годы и рассчитать Мгм. последствия. А, Отключается до уровня «не трогай утюг, он горячий». Он берет и трогает утюг, берет и садится на эти эмоциональные качели, на которых ее раскачивает там какой-нибудь алкоголик. То есть это вот реальная необучаемость. И в результате сужается круг интересов у людей. Плюс там же это зависимость, созависимость — это та же самая зависимость, только в профиль. Соответственно, ломка идет обязательно. Дофаминовые и вообще, в принципе, биохимические нарушения таковы, что при длительном нахождении, в зависимости и в созависимости дофамин из нейронной щели, он идет в кровь. И в результате очень сильно едет вообще вся биохимия организма.
И как только ты отходишь от объекта зависимости, тебя начинает накрывать вегетативными а, спецэффектами. Повышается температура, начинает болеть голова, вот прям реально физически крутит. Потому что дофамин — это фактически биохимический синоним удовольствия, любви к жизни, стремлений, мотивации. Он у тебя прикручен к единственному человеку на всем земном шаре. То есть ничего нет, кроме него. Ты понимаешь, насколько вся твоя жизнь, она становится закрученной вокруг него? Так, конечно, у тебя все рушится, и ты просто начинаешь разрушаться на мельчайшем микроуровне биохимии, тогда, когда ты от него отключаешься. И ты не хочешь, как будто бы головой не хочешь, ты знаешь, что не надо идти в эти отношения. Ты знаешь, как это вот, как зомби идешь туда. Просто потому, что ты не можешь это выдержать. Не можешь выдержать эту ломку. Вот. Ну и еще там очень много таких нюансов, которые влекут с собой, знаешь, как это, как пазлы выстраиваются, да, вот, и фактически в психотерапии, и в психоаналитическом методе, и в любом другом методе мы должны эти пазлы, каждый из этих пазлов подхватить и как-то скомпенсировать, чтобы человек пережил, и каким-то образом вернуть вкус его жизни, другой жизни, чтобы она стала более разнообразной, чтобы у него чувства появились не только когда он в коннекте вот с этим своим объектом зависимости. Он почувствовал себя живым. Думаю, тему гормонов дофамина и серотонина мы подхватим, может быть, в следующей телепередаче, потому что это очень сильно связано с астрологией. Я уже даже вижу, как это можно рассказать, но у нас и так эфир очень длительный. Давай закончим на позитивной ноте какой-нибудь. Ну, во-первых, на том, что сфера психологии будет развиваться, сфера астрологии будет развиваться, так как у нас Плутон зашел в знак Водолея. Сейчас будут отсеиваться, вот как ты сказала, бабушки-гадалки, бабушки-гадалки падают нахуй, вот, а останутся только действительно профессиональные люди в своей области. За счет чего будет этот отсев, пока не ясно. Я думаю, это много факторов. И законодательный уровень, и уровень какого-то сильнейшего напряжения, где выдерживает только сильнейший и только профессионал с какой-то уже собранной, стабильной структурой. У меня Вот. есть ответ на этот вопрос. Мгм. Я не очень разбираюсь в том, что такое водолей, да, то есть смысловую конфигурацию я для себя не построила. Но у меня есть впечатление, что то, что сейчас происходит с людьми, это история про то, что нам надоела неясность и динамичность, которую мы не выдерживаем. Нам нужны люди, которые помогут нам с конкретикой. Вот, и будут перформить те психологи и вообще, в принципе, те специалисты, которые реально приземляют людей. А, ну, а это академическая психология, психоанализ в том числе, да, это история про: "Ну-ка, давайте выйдем все быстренько из фантазии и приземлимся, а, вниз, и будем смотреть на реальные вещи и делать логичные поступки". Ура! Ура, товарищи! Неореализм. Эра неореализма объявляется открытой. Как мне нравится! Заземляйтесь. Нет, кстати, это не шутка. Где-то год назад я была в своей любимой портретной галерее в Вашингтоне, и там представлено собрание картин конца 20-х, начала 30-х годов прошлого столетия. И это уже неореализм. Тогда планета наша любимая с тобой, Нептун, зашла из рыб, она ушла от рыб и зашла в знак Овна. И Мгм. вот началось приземление, начался вот этот неореализм.
Даже в советской культуре, если ты вспомнишь картины таких веселых крановщиков, "Свежий воздух" или вот эта картина, где, пара рассекает, улицы Москвы, она нарисована как бы сзади, они едут в открытом кабриолете, а слева и справа дома, дома. Мне, М, кстати, нравится, я недавно была в Новой Третьяковке и рассматривала эти картины, и ты знаешь, ну, это мне больше нравится, чем абстракции, которые меня уже порядком начали лично напрягать. Уже так много абстракций, что это похоже на шизофрению. Ну, это не будет не в моде. Все, мы с 25-го года там начинается совершенно другой тренд. Об этом тоже можем поговорить в следующий раз. В общем, ура, товарищи, ура неореализму и спасибо Ирине, что была с нами сегодня. Это было очень-очень познавательно, глубоко, и я думаю, для кого-то, кто посмотрит это видео, окажется это таким колоколом, таким звонком, свистком, командой "На старт, внимание, марш", которая подвинет их, ближе к реальности. Спасибо, Спасибо. что пригласила. Спасибо большое, что были с нами. Все, пока.